Здравствуйте. Сегодня посмотрел сайт с известными базами данных. Спасибо, кстати, за этот сайт еще неоднократно им говорил, что большое спасибо. Большое спасибо, что голландцы сделали его. И интересная партия 1971 года. Черными играл Алкес Холма, а белыми играл Бен Стенекес. Наверное, правильно почитал, неправильно. Простят меня те, кто играл. И получается один очень известный принцип, наверное, даже психологический принцип. Может, даже где-то, не знаю, сказать точно не знаю, но давай, иногда даже можно назвать это психологическим трюком. Когда имеешь похуже позицию, явно похуже позицию, соперник играет свободно, и вот ты начинаешь ухудшать позицию. Второй принцип мы там чуть тоже рассматривали, когда имеешь одну слабость, надо заиметь вторую, как я часто говорю, слабость. И тогда чисто психологически соперника начинает двоиться. А вот здесь еще другой, наверное, принцип, даже может что-то другое в этом принципе, когда ухудшаешь позицию. То есть соперник, наверное, все-таки достаточно сильно расслабляется. То есть, допустим, у меня лучшая позиция, я начинаю делать быстрые ходы, то есть начинается быстрый достаточно расчет, я бы сказал, быстрый, где-то даже, может, его и нет этого расчета, то есть, что мне грозит в плохой позиции, бывают неожиданные сюрпризы. И давайте посмотрим эту партию, я думаю, будет момент какой-то интересный, хотя комментариев, не сильно много, не сильно будет много. Но партия, я считаю, что очень в психологическом плане важная. И вот смотрите, вторжение. Алкес Холма вообще играет, конечно, остро, хорошо. Там расчет есть в определенных партиях сумасшедший просто. Часто я смотрел на канале, то есть посмотрите. Сейчас тем более автоматически, много где автоматических субтитров есть. Переводы искусственный интеллект. Посмотрите, кому интересует. Где-то, если посмотрели, я вам говорю, что партии посмотрели, нету перевода, то есть пишите мне просто напротив этого видео, может даже где-то будем перезаливать, Я считаю, что есть очень хорошее видео, и надо посмотреть, кто интересуется игрой. Опять 20-24, нагнетать, он нагнетает центр, видите, свободненько играет, так не нагнетает. Что здесь как-то попробовал 31-27, потом и идея такая, что напасть, и так далее, Выигрывается шашка, то просто 12-17, ничего не будет. Абсолютно. Правда, у голландцев есть привычка, не знают они, что делать с этим форпостом, то есть они часто менялись раньше. То есть игроки такого среднего уровня, я не знаю, на наши, как сейчас вообще девальвировалось, все, конечно, кандидаты мастера, если у них хорошие, допустим, поменялись, не знают, что делать, поменялись, особенно когда за клубы играют. И спокойно, свободная позиция, тут вообще ничего нет. Можно сказать, спокойно будут играть, развиваться, но молодец. Он в игру входит, это Бен Стенекес. Я даже не знаю, 71 год, я еще не родился, я не знаю. Человек, дай бог, еще живой, если все нормально, дай бог ему здоровья, может, и не знаю. Так, 40-34, грозит. Тут, если, конечно, ходить сюда, то будет эта идея, поэтому автоматически 9-14. То есть 46-41. О чем я и говорю. Тут такой вроде бы дикий ход, никогда бы он не сделал этого хода. Наверное, он расслабил Алка. То есть 35, где-то здесь скорее всего 35-30, надо продолжать играть эту позицию, вплоть до того, что здесь уже поменяться, кстати, нормально. Нормально, я считаю, что вообще может даже эта позиция белых достаточно хорошая, может быть. Но единственное, что, конечно, 15-20 здесь, и эти шашки надо все вводить. Но опять, если эти все вводить шашки, тут шашки не будет хватать.
где-то. Единственное, что вот эту, допустим, поставить на 19, вот такой момент. Шашек вроде бы будет хватать, но подведут куда-нибудь белые подведут куда-нибудь шашку. Даже на 40, ну ничего не будет, абсолютно ничего не будет. То есть, может даже где-то здесь, ну, разменяют позицию. Так, давайте дальше. Вот она такая. Сейчас вообще вот эти вот начинаются маневры непонятные. И опять 17-21 уже идет угроза вот эта вот. Нехорошая. Так, как показать это? Ну, вот это вот нехорошая угроза, 47-41. Ну, вот видите, позиция никакая. Почему показываю эту партию? Потому что вот эти психологические моменты надо учитывать всегда. И вот молодежь не всегда вот это понимает, ну да, ну и старшее поколение, в принципе, тоже многие не понимают. Где-то, возможно, да, где-то вот даже сложно сказать, где-то, возможно, какие-то просто вот где-то расслабился он, где-то расслабился. Вот здесь 24-29, можно было 24-29, и вот посмотрите, какая, ну, очень не сильно приятная позиция. Давайте я не буду говорить. Единственное, что здесь вот где-то вот если 9-14 есть вторжение. Может, он так и не пошел, потому что вот это вторжение, и оно так, в принципе, нормальное. Позиция нормальная. Может, здесь просто не 9-14, как-то 15-20 ходить, чтобы все-таки, ну, это вторжение здесь, наверное, не совсем красиво. Ну, тоже надо на 17, да. Может, и боялся, может тогда он и прав, что не ходил, потому что вот эти вот размены, понятно, вот эти размены и вторжения потом, понятно, что неприятно в такой вот позиции, да, получить вот эти вот вторжения и потом размены, конечно, позиция-то, ну, супер стоит. Вот, смотрите, вообще все дико, просто дико, но шашек-то не осталось у черных на фланге. А как ходить, в принципе, если этот ход, наверное, я вот не знаю, вот эта комбинация, давайте будем смотреть, она проходит, но она не проходит, да, вот эта вот комбинация не проходит пока. То есть, потому что здесь ловля идет. Пока вот эта комбинация не проходит. Но зачем проводить комбинацию, если есть 39 ход? То есть, вот угроза. И вот уже, вот здесь вот уже грозит нападение, и, в принципе, здесь-то ничего нету. Да, получается уже, видите, проблема. То есть, я даже вот где-то, ну, сказать, чтобы я где-то заметил тут, где что произошло, то есть, надо было где-то, может, уходить уже с этой позиции. Видите, не все так просто, и не все так плохо. Я вот вспоминаю, у нас тоже есть... у нас есть игрок вот в Республике Беларусь, то есть там очень комбинационного стиля. Недавно мы с ним встречались, он, думаю, уже понял, кто это, он смотрит мои видео, но всегда очень хорошее о нем мнение, но то есть очень комбинационно. И тоже можешь вот на ровном месте, кажется, у тебя позиция хорошая, но на ровном месте угодить в такие осложнения, что, ну, просто страшно все. И вот здесь вот смотрите, 11-17 и красивый удар проводят. Вот такая вот позиция и выиграна. Такао Касхома проиграл в 1971 году, напоминаю. Партия такая интересная, чисто в психологическом плане. Вот хорошо, я думаю, что ее все-таки как-то опубликовали, откуда-то нашли эту партию. И вот, честно говоря, для меня очень интересная партия. И очень много дала в психологическом плане. Ну вот, такая партия получилась. До новых встреч!